Всем привет! С вами на связи Александр Алхимик. И сегодня я хотел бы произвести такую алхимию, рассказать вам о том, что же такое гравитация. И все ли там чисто, почему ученые всего мира ищут гравитационные взаимодействия, гравитационные волны, притяжение. Что не дает покоя ученым? Почему так сложно разобраться в фундаментальном взаимодействии? Давайте это исследуем вместе с вами. А сейчас мы разберем, что же такое гравитация, разберем все теории гравитации, и в конце видео я вам расскажу, что же такое на самом деле гравитация, и как же на самом деле работает гравитация. Смотрим! Итак, гравитация. Гравитация – это притяжение, всемирное тяготение, тяготение. От латинского тяжесть. Универсальное и фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами. То есть на все материальные тела действует гравитация, где бы они ни были. Описывается теория Ньютона, теория относительности Эйнштейна и еще не разработанной квантовой теории гравитации. Теория Ньютона. Ну вот эта формула, вот она была. Теория, посчитали эту теорию недостаточной, добавили теорию Эйнштейна. И вот она, теория Эйнштейна. Общая теория относительности. Говорится, что гравитация и инерция эти силы имеют одну и ту же природу, и значит их можно сократить или добавить друг к другу. Тут теория полей, кривизна. Велась девиация геодезических линий. Далеко, линия далеко, почти не заходит, близко. Линий больше этих. Или вес массивней. То есть массивное тело создает гравитацию. И чем оно больше, тем гравитация сильнее. В принципе, то же самое. Пространство-время искривляется. Ну вот и все. Общая теория относительности. И вот. Математическая сила гравитации Ньютона выводится из потенциальной энергии тела в гравитационном поле. Потенциал гравитации соответствует этой потенциальной энергии, подчиняется уравнению Пуассона, уравнение для полей, для электромагнитного. Посмотрите. Вот. Уравнение поля. Которая не инвариантна при преобразованиях Лоренца. Причина неинвариантности заключается в том, что энергия в специальной теории относительности не является скалярной величиной, а переходит во временную компоненту 4 вектора. Четырехмерный вектор. 4 вектор. Вектор в четырехмерном пространстве Минковского при переносе или повороте системы отсчета преобразуется как соответствующие им координаты в пространстве Минковского. Отлично. Пространство Минковского смотрим. Общая теория относительности постулирует о пространстве времени и деформации самого пространства-времени. А что такое пространство-время? Пространство-время – это математическое его описание, это пространство Минковского. Это уравнение с тремя координатами x, y, z, одним параметром, и умножили скорость света на время, получили путь. Путь равен скорость умножить на время. Взяли скорость света. И что это такое? Математическая модель пространства Минковского – это что? В математике известны мнимые числа.
мнимая единица. Взяли и. И это -1. Есть координаты x, y, z или x, y. Есть -x, -y, -z можно построить. Этого числа нет в природе, но его придумали, потому что математически можно так вычислить. И пространство Минковского это то же самое. Вот эта мнимая единица, скорость света на время, создает мнимую ось. И физически пространства Минковского нету, так же как нету минус единицы. Минус одного яблока, минус одного дома, минус одного параметра. Вот этот параметр был придуман, и это пространство не является физическим. И общая теория относительности, которая действует в пространстве времени, она действует не в нашем мире, а в неком пространстве Минковского, которое существует только благодаря мнимой единице. И вот теория Эйнштейна. Вот объект, прогибает пространство-время, и теория Эйнштейна никак не может объяснить того, откуда берется скорость у этих объектов. Откуда берется скорость у Солнца, у Земли. Они бы просто столкнулись. Вот все бы притянулось так к Солнцу. В общей теории относительности никак не доказывается то, что гравитационные и инерционные силы имеют одну и ту же природу. То есть формула, есть гипотезы, вот гигантские формулы, интегралы, вычисления, еще раз вычисления. Но именно вот этого доказательства того, что гравитационные и инерционные силы имеют одну и ту же силу, вот этого нет. Гравитация. Притяжение, всемирное тяготение, тяготение. От латинского тяжесть. Универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами. Описывается теорией Ньютона, теорией относительности Эйнштейна и еще не разработанной квантовой теорией гравитации. Вот она теория Ньютона. Классическая теория тяготения Ньютона. Формула. F равняется гравитационное постоянное m1 на m2 на радиус в квадрате. В ньютоновской теории каждое массивное тело порождает силовое поле притяжения к этому телу, которое называется гравитационным полем. И так далее. Согласно ньютоновскому закону всемирного тяготения, сила гравитационного притяжения F между двумя материальными точками с массами m1 и m2 находится на расстоянии r равна. Вот m1, m2. Вот эта формула. Теперь смотрим на картинку. Вот Земля. Круг. Круглая Земля. Сферическая, не круглая. Человек стоит в яме. Яма 100 метров. Человек стоит на горе. Гора 4 километра. И весы он взял с собой. Здесь он весит 70 килограмм. И хобана, на горе он весит тоже 70 килограмм. Куда же делся радиус в квадрате? R1 равен R3, R2 больше, чем R1. Радиус изменился. Гравитация не изменилась. m1 масса человека. m2, допустим, здесь. m большое, масса Земли. Здесь какой-то предполагаемый центр Земли. Если очертить из центра Земли до человека радиус, то будет R1. И R2 явно больше, явно длиннее. Радиус больше. Значит, сила гравитации должна быть меньше.
так как это в знаменателе находится радиус. Здесь он изменился. Масса была 70 килограмм, когда он был внизу. Когда поднялся наверх, масса осталась 70 килограмм. Какой бы ни была среда или плотность окружающих атмосферных газов, гравитация на все тела действует одинаково. Здесь был воздух, здесь он стал более разряженным, среда осталась. Гравитация действует одинаково. Эта формула не работает. Еще раз эта формула. Человек стоит в яме 100 метров. 100 метров вниз. И море 100 метров вниз. Человек и море на одинаковой высоте. 1 кубометр воды весит тонну. То есть вес вот здесь, в этой точке, равен 100 тонн. Гравитация действует. Фг 100 тонн на эту точку. И гравитация должна равномерно действовать на все тела. И 100 тонн должно быть здесь. И хобана. Тут вес не 100 тонн, а опять 70 килограмм. Тут гравитация должна действовать силой 100 тонн, но она действует силой 70 килограмм. И хобана, опять неправильно эта формула, опять не работает. 100 тонн воды гравитация удержала, и тут она изменилась. Говорят, сила равна масса на ускорение, F равняется ma. Если берем g как постоянную, F равно mg. То есть эта формула неправильная, а эта формула правильная. Тогда по этой формуле здесь масса 70 килограмм. Здесь масса 100 тонн. Гравитация изменилась из-за того, что масса изменилась. Хорошо. Независимо от массы, гравитация притягивает одинаково все тела с одной силой, невзирая на их массу, какой бы она ни была, хоть 100 тонн, хоть 70 килограмм. Хорошо. Здесь гравитация удержала 100 тонн воды. Здесь гравитация удержала 70 килограмм человека. Тогда при любое изменение массы, независимо от окружающей среды и плотности атмосферного воздуха, будет не влиять на гравитацию, и гравитация будет удерживать и человека, и воду. Тогда берем гелиевый шарик с маленькой массой. Масса у него есть, но она очень маленькая. И по этому принципу гелиевый шарик должен оставаться на месте, так как гравитация, сила гравитации действует независимо от массы, хоть 100 тонн, хоть 70 килограмм. По этому правилу гелиевый шарик должен оставаться на месте. Ну вот неурядица. Гелиевый шарик летит вверх, и гравитация опять на него не влияет. И вторая формула Ньютона оказывается неподходящей для описания гравитации. Дальше идем. Еще раз, гравитация. Универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами. Описана теория Ньютона и теория относительности Эйнштейна. Это как бы две теории, которые описывают гравитацию, а третья еще не создана. И вот теория Эйнштейна. Общая теория относительности или специальная теория относительности. Гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве времени, а деформацией самого пространства времени, которое создано в частности с присутствием массы энергии. Отлично. Отсюда следует девиация геодезических линий. Вот здесь планета, что-то массивное.
Вот она прогнула пространство-время. Здесь, где прогнула, девиация сильная и много этих. Где не прогнула, подальше девиация слабая. Вот она. Вот здесь эти линии сильные, а эти слабые. Либо далеко, эти слабые. Похоже на правду, да? Гравитация притяжения, тяготение, фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами. Ньютон пытался объяснить. Как вы видели, эта формула не работает. Эйнштейн теперь попытался объяснить. И получается так. Любое массивное тело притягивает к себе маленькое тело. Разберем примеры такой гравитации. Это значит, что если с высокого дома скинуть какой-то объект, например, мяч, то где-то этот мяч просто прилипнет к этому дому, притянется при помощи гравитации. И проводят опыты, скидывают. Обычные люди скидывают мячи с дома. И что же получается? Смотрим. Вот высокоэтажка. С нее скидывают мяч. Скинули мяч. И, как вы видите, мяч нисколько не приблизился к дому. Но может быть высота дома недостаточная? Давайте посмотрим на дамбу. 126 метров, это очень прилично. И сила гравитации в этой дамбе должна быть просто огромна. Этот мяч должен прилипнуть где-то в середине этой дамбы, к самой дамбе. Вот, 126,5 метров. Берут мяч. И что же? Что же, он прилипнет или нет? Смотрите, он скинул мяч. И, увы, мяч не прилип к дамбе. Ну, может быть, и другой раз мяч прилипнет к дамбе. Вот, дамба огромная. Там вода, тут гравитация просто гигантская. Мяч просто прилипнет где-то. Даже 1/3 пролетит, он прилипнет от такой гравитации. Что же, где же здесь гравитация? Где гравитация Ньютона и Эйнштейна? Смотрим, кинул мяч. И что же? Даже гол забил. Это гол плоскоземельщиков. Смотрите, смотрите. Дамба. Расстояние от мяча до дамбы не меняется. Здесь не меняется. И здесь оно не изменилось. И здесь оно не изменилось. И здесь оно не изменилось. Смотрите, так много пролетел и нисколько не притянулся к дамбе, видно же. И гол. Плоскоземельщики забили гол шаровером. Мяч не липнет к дамбе. Гравитация Ньютона и Эйнштейна не работает. Хобана. Ну, может, гравитация работает с очень тяжелыми телами. Вот масса большая у тела. Танк. Очень массивный объект. Получается, если велосипед проедет рядом с танком, то велосипед просто примагнитится к танку посредством гравитации. Или вот показывают, вот. Вот эта бочка должна прилипнуть к танку из-за гравитации, но эта бочка не смещается ни на миллиметр. Странно, да? Дальше почитаем общую теорию относительности. Ну, тра-ля-ля, тут Эйнштейн вывел формулу красивую, да? Математическая сила гравитации Ньютона выводится из потенциальной энергии тела в гравитационном поле.
Вот. По свойствам ньютоновского тяготения гравитацию создает гравитационное поле. Каждое массивное тело порождает силовое поле, притяжение к этому телу, которое называется гравитационным полем. И вот эта формула, которая не работает. Вот это гравитационное поле. Вот тут формулу вывели. Реинтегрировали там. Сделали математические операции. Сделали очень страшный вид. И все поверили. Потенциал гравитации. Теория относительности Эйнштейна. Потенциал гравитации, соответствующий этой потенциальной энергии, подчиняется уравнению Пуассона, которое не инвариантно при преобразованиях Лоренца. Гигантские уравнения, уравнение поля. Вот взяли поле, похожее, да, на поле уравнения. И преобразование Лоренца, там на скорость света делил все подряд. Вот тут везде так, где-то скорость. Вот физики. Вот скорость света, везде тут скорость света подставлял. Просто везде. Тут матрица и скорость света. Вот все математические операции делал со скоростью света. Вот этим отличился. Причина неинвариантности заключается в том, что энергия в специальной теории относительности не является скалярной величиной, а переходит во временную компоненту 4 вектора. Как мы знаем из физики, что все векторы являются скалярными. А что такое 4 вектор? Вот, 4 вектор, четырехмерный вектор. Вектор в четырехмерном пространстве Минковского. Координаты при переносе или перевороте системы отчета преобразуются как соответствующие им координаты в пространстве Минковского. И в математике что это? Многие другие 4 вектора могут быть построены из него и далее друг из друга сложением, вычитанием, умножением или делением на скаляр. Это прекрасно. А также дифференцированием по скаляру. Ладно бы было дифференцирование по скаляру, но тут сложение, вычитание, умножение, то есть 4 вектор является вектором той же природы, что и вектор скалярный. Скаляр. Величина, полностью определяемая в любой координатной системе одним числом или функцией, которым не меняется при изменении пространственной системы координат. Скаляр всегда описывается одним числом, а вектор может описываться двумя и более числами. То есть вот эта картинка. Здесь вектор был 1. Масса. Гравитация воздействует с изменением массы. Изменяется гравитация. И если вектор становится нескалярным, предсказать его силу нельзя. Но, как мы видели, 4 вектор является скалярным, и теория относительности объяснить вот это вот не может. Если скалярный вектор можно поделить, прибавить, разделить с 4 вектором, значит 4 вектор тоже скалярный, значит гравитация тоже скалярная. И вот эту картинку общая теория относительности объяснить никак не сможет. Это полный сбой в работе гравитации. И гравитация. Третья теория. Теория квантовой гравитации, которая, скорее всего, будет основана на теории струн. Возможно, будет построена будущая теория квантовой гравитации. И ученые якобы нашли гравитационные волны, которые все притягивают, и эти волны, скорее всего, будут вот так вот выглядеть, как струны. Это все, естественно, придумано. Теория Ньютона и теория Эйнштейна описывала гравитацию как взаимодействие между всеми телами, как одно тело притягивается к другому из-за своей массы. У Эйнштейна теория относительности — это то же самое. Одно тело
большей массы изгибает пространство-время больше, притягивает. Другое тело меньшей массы изгибает пространство-время меньше. А теория струн, теория волн, квантовая теория гравитации – это теория гравитации, которая происходит в атомах. Это как протон притягивает электрон. Скорее всего, протоны и электроны тоже придумали. Они хотят это все объединить и назвать теорией всего. Сказать, что в протонах тоже существует гравитация. В электронах электроны посредством гравитации притягиваются к протону. Что-то вроде этого. Вот и все. А вся эта каша с Эйнштейном появилась для того, чтобы его распиарить, для того, чтобы закрыть настоящего ученого. Если бы Эйнштейн появился в любом другом веке, в любое другое время, его бы труды бы просто отправили на помойку, его бы отправили в забвение. Его теория называется специальная теория относительности. Ее придумали специально, чтобы дурить людей, чтобы скрыть настоящего ученого. Таким образом, существующие теории гравитации не могут объяснить, почему в яме 100 метров человек стоящий, и если эту яму наполнить водой, почему у них разный вес. То есть предполагает, что гравитация не влияет на массу и держит все тела равномерно. Но тогда почему гелиевый шарик взлетает? Ни теория Ньютона, ни теория Эйнштейна не может объяснить этого. И даже, возможно, будущая квантовая теория гравитации это не сможет объяснить. И еще сильнее, теория Ньютона, теория Эйнштейна и квантовая теория гравитации, которая будет написана в будущем, не могут объяснить, почему шар или предмет, который падает с дамбы, с плотины, с какого-то очень массивного объекта, в котором гравитация должна быть очень сильная, не притягивается. То есть, почему гравитация не работает вбок? Почему гравитация работает только в одном направлении? Даже будущая квантовая теория гравитации не сможет объяснить того факта, что гравитация не работает вбок. К танку не притягивается пушинка, к танку не притягивается велосипед. Если с дамбы скинуть какой-то объект, он ни насколько не притянется к дамбе. И вот как же работает гравитация на самом деле, и что такое гравитация, сейчас я вам расскажу. Гравитация – это поток эфира, который движется сверху вниз. Гравитация работает на выталкивание, а не на притяжение. Перед вами опыт с гравитацией. Гравитация, притяжение. Притяжение вот. Вот магнитики. Отрываю вверх. Тянет очень сильно. Оторвать сложно. Тянет. Тянет. Притяжение тянет. Предметы гравитация не тянет. Не тянет. И здесь не тянет. Вот притяжение. Магнит это притяжение. Гравитация это не притяжение, гравитация это выталкивание. Гравитация работает в одном направлении. Магниты работают в любых направлениях. Вправо, влево. Вот здесь вправо, влево. Просто. Вверх тяжелее. Здесь в любую сторону тянет. Вверх тянет. В бок тянет. Притяжение тянет. Здесь не тянет. Не тянет. Вверх не тянет. Но что-то сопротивляет. В бок не сопротивляет. Вернемся к той же картинке.
Здесь вес 70 кг, здесь 100 тонн. Масса не влияла на гравитацию в ньютоновской теории и в теории Эйнштейна. Но это не объясняло, почему шар гелевый взлетает. И этот гелевый шар ломает всю теорию Ньютона и всю теорию Эйнштейна. Теория Ньютона полностью сломана, теория Эйнштейна тоже. А вот как работает гравитация. Стихии идут сверху вниз. Эфир, воздух, огонь, вода, земля. Сверху находится эфир, первая стихия. Он самый тонкий. Дмитрий Иванович Менделеев поместил эфир в нулевую группу, в нулевой ряд. В таблице Менделеева был эфир как самый легкий из всех элементов. Также примечательно в таблице Менделеева то, что у всех элементов есть масса: водород и до урана. Чем больше массы, тем сильнее действует эфир на вещество, тем сильнее притягивает его. У каждого вещества есть масса. И эфир или ньютоний воздействует на элементы. Находясь вверху, он работает и вверх, и вниз. Там сверху Брахма-Джьоти, ничего нет. Вниз, через все стихии, он проходит очень легко. Он самый легкий, он всепроникающий. Его экранировать невозможно. Он проходит насквозь через все. И, являясь ветром, он дует на нас сверху вниз в одном направлении, создавая гравитацию 9,8 метров в секунду. Гравитация прямо пропорциональна массе. Притягивает всех жителей диска. И вот эта картинка объясняется, почему гелевый шар взлетает с теории эфира. Человек стоит в яме. И 100 метров вода. Масса человека 70 кг, масса 100 тонн. Эфир действует в соответствии с массой. Масса меньше притягивает слабее, масса больше притягивает сильнее. Вода удержалась. Здесь 70 кг. Масса осталась. Вес равен массе. Вес остался. Здесь 0,005 грамм. Гелий, гелевый шарик. Эфир действует на него слабее. По таблице Менделеева гелий стоит ближе. Гелевый шарик легче, чем кислород и все входящие в него газы. Гелий легче кислорода, СО2 и азота. Гелиевый шарик поднимается. Теория эфира это объяснила. Теория Ньютона это не смогла объяснить. Теория Ньютона вот это вот не смогла объяснить. И в сферическом варианте вот это не работает. А работает вот это, и вот это объясняет всю гравитацию. Это объясняет все аномалии, связанные с гравитацией, и не остается других вопросов, что же такое гравитация. Это простая, понятная, полностью объясняющая все феномены гравитации схема. И в этом вы можете убедиться сами.